Изолента Лайф. Нет, это Сергей Пикин уже, собственно, здесь. Сергею мы даже вопрос можем не задавать. Я думаю, Сергей и так его заранее знает. Да, я могу за вас провести эфир за вас, да. Если хотите, можете пока отдохнуть. Да, ну у нас 15 минут, я так понимаю. Да. Вы нам быстро, пожалуйста, объясните, зачем Володька сбрил уши. Ну, слушайте, давайте просто откуда все ноги растут, потому что ведь не первый год мы говорим о том, что мы хотели бы перевести продажу наших энергоносителей с доллара на что-то другое, даже еще и без этой ситуации. Подходили к этому снаряду не раз. Но ситуация сейчас такова, что она к этому просто толкает, и в первую очередь нас толкает не то, что мы вот реально хотим там продавать там за рубли что-то, а то, что наши золотовалютные резервы оказались заморожены за рубежом, то есть у нас, соответственно, есть ограничения по использованию их для того, чтобы стабилизировать там валютный курс и, в общем, чувствовать себя спокойно. То есть нашу кубышку отобрали, другими словами. Поэтому, ну, что в этой ситуации можно сделать? Ну, заставить тех, кто отобрал, платить в той валюте, которую они не любят, то есть рубли. Получится ли это сделать или не получится, ну, на мой взгляд, будет зависеть от того, какой механизм реализации будет вот этого решения. Потому что весь дьявол в деталях. Как бы все это красиво звучит для обывателя. Продаем наши ресурсы за рубли. Но, понимаете, газ – это не яблоки на базаре. Ценник переписал с долларов на рубли, поставил на прилавок и ждешь покупателя. Тут совсем другие механизмы. То есть, в первую очередь, это долгосрочные контракты, где есть две стороны – покупатель и продавец. Соответственно, если там какая-то сторона что-то хочет поменять, существенные условия, а валюта продажи – это существенные условия договора, то другая сторона должна к этому согласиться на это изменение. Поэтому мне вот очень интересно, как правительство, какой механизм правительство предложит в качестве реализации. То есть просто вот так вот щелкнуть и «Газпром» завтра поменяет контракты, это, честно говоря, юридически это невозможно. Вот как та страна просто скажет: окей, я отказываюсь и не беру газ? Ну, то есть выбор-то какой? Выбор-то, в общем... Похоже, да, потому что, смотрите, реакция рынков, она вообще шедевральная. Европейцы, значит, у них цена газа в моменте вырастает на 25%, то есть они понимают, что кризис близко газовый, да, а у нас доллар падает на 10 почти рублей, то есть у нас эйфория. У нас будет Европа покупать наши рубли. То есть оценка ситуации ровно противоположная. И, на самом деле, похоже, все-таки могут быть правы европейцы, как это не печально, потому что ряд уже стран высказали, что они никакие рубли покупать не будут для покупки газа. Но вот это будет патовая ситуация, потому что, с одной стороны, мы хотим газ продавать, для нас это экспортная выручка. Для них газ это важно, потому что это элемент их выживания физического. Но смотрите, апрель месяц, май месяц, там все расцветает, тепло, то есть пару месяцев на то, чтобы договориться и обдумать. А может быть и ситуация сейчас все-таки улучшится. Да. И вот, знаете, чтобы куда-то вырасти, надо сначала как максимум, по максимуму упасть. Оттолкнувшись от дна, вы всегда приходите к росту. Поэтому, чтобы разрешить ситуацию, порой нужно ее завести в такой тупик неразрешимости, чтобы она уже сама с собой разрешилась. Без этого никуда. И вот, похоже, мы двигаемся в эту сторону. То есть обострение же, оно в мире идет по всем фронтам, от продовольствия до энергетики, и мир заходит в такую ситуацию, которая даже пандемия покажется просто детским садиком по сравнению с тем, что сейчас творится на мировых рынках. В общем, интересное время живем. Вы знаете, если посмотреть на это как на какую-то шахматную партию, то мне кажется, что это заявление, это такой
Ну, даже это, наверное, такой агрессивный ход каким-нибудь слоном, активная, значит, такая атака с угрозой, значит, может быть, шаха, мата и так далее, но не более того. И мне кажется, вы абсолютно правы, что это не значит, что они автоматом туда перейдут, но вы разбираетесь, вернее. Но даже на уровне обывателя понятно, что это, значит, надо будет садиться, разговаривать. Но ключевое в политике, международная особенно, это если ты какой-то вопрос реальный сделал предметом реального обсуждения. И этот вопрос выгоден тебе. Это уже хорошо. Поэтому, например, культивируются проблемы каких-нибудь там преследований национальных меньшинств, они навязываются, дальше тебя заставляют идти на уступки там и так далее, решать. Поэтому даже с этой точки зрения, мне кажется, что этот ход, в общем-то, довольно сильный. Тем более, если вы говорите, что реакция рынков такая. Ну, да. Да, это первая реакция рынков, да, потому что если сейчас этот механизм, который будет предложен, окажется неприемлем для ключевых потребителей, а ключевые это кто? Это Германия в первую очередь, да, которая потребляет примерно треть нашего газа от общего потребления Европы. То на рынках мы видим новую волну максимумов. То есть, не помню, недавно было почти 4000. Вот в этой ситуации... Новак сказал, что это не предел вообще. Не предел. Ну, про нефть говорил. Ну, вот про нефть говорил, да. Да, это про газ. Вот. Было 4000 по газу, 3900 там, по фьючерсам. Но если там что-то, кажется, пойдет очень не так, то может быть и 5, и 6, и 7. То есть никаких ограничений. Но вы знаете, вы знаете, некоторые как раз вот эксперты, я сегодня читала как раз новости после озвучивания этого решения, некоторые вполне себе верят, что этот механизм может сработать, и более того, что после там, нефти, газа и так далее пойдут другие, ну то есть там, в смысле после газа пойдет нефть, металл, зерно и так далее, что это действительно может быть вполне себе работающий механизм. Я читала таких экспертов сегодня. Ну, это, наверное, эксперты по биологии или по генной инженерии, но точно не по экономике, а тем более по не экономике энергоресурсов. Ну, просто надо понимать, что мировая торговля, она почему строится вокруг доллара? Не потому что вот там американцы навязали, да, возможно, это и было в 70-х годах. Но сейчас просто американский доллар – это олицетворение всей финансовой системы. То есть, если вы находитесь в финансовой системе, вы работаете в долларе. Даже не потому, что вы товары покупаете. Там доля товаров относительно всей мировой финансовой системы, она занимает там, какие-то процентные доли. Та же самая нефть. Там 80-90% это чисто деньги, и 20-10 от силы это реальная физическая нефть. Именно поэтому и происходит торговля в этом. И для того, чтобы вы противопоставили свою валюту и включили в мировую торговлю, вы должны не только торговать своими товарами, но еще и какую-то вокруг себя финансовую систему тоже выстраивать. Иначе это будет, условно, бартер, там, торговля бусами с индейцами. Вот. Иран уже такое проходил, когда были санкции, и тогда была такая, может, помните, программа «Нефть в обмен на продовольствие». Да, конечно. Ну вот, не хотелось бы доходить до такого уровня. Ладно, это уже о грустном. Слушайте, давайте о веселом. А вот все-таки, возвращаясь к газу и Германии, я, опять же, будучи дилетантом в этом вопросе, где-то слышал рассказ какого-то эксперта, что Германия не только сама потребитель газа, но она еще и перепродает его, российский газ. И для нее это вообще тоже вся эта история с повышающимися ценами не так уж и плохо, потому что она даже повышает свою маржинальность вот на этой перепродаже. Это действительно так или это какая-то ерунда, и я что-то не так понял? Ну, на самом деле тоже Польша, они реверсом, то есть обратным потоком по газопроводу, который идет из России в сторону Германии, он же очень часто оказывается пустым в последнее время. Вот они в обратную сторону продают газ, потому что они самый крупный потребитель нашего газа, в принципе, у «Газпрома», поэтому имеют самые большие скидки, самую дешевую цену. Поэтому, конечно, они пользуются ситуацией. И, условно, когда на рынке $1000, там, немцы покупают, там, не знаю, меньше 500, ну, даже они под 300 покупали в прошлом году, там, на фоне тысячной цены там, на бирже.
Поэтому, конечно, для них эта ситуация выгодна. И даже посмотреть на счета за коммуналку там, для немцев, они же не выросли так же, как у, например, англичан тех же. Мгм. У англичан в разы выросли. У немцев все-таки это какие-то десятки процентов, но не там многократно, как у англичан. Понятно. А какой вот, на ваш взгляд, то есть вот этот первый должен быть шаг, да, оттолкнувшись от этого дна, вот как вы сказали, что когда вот Европа поймет, что так невозможно, окей, нужно как-то решать эту ситуацию, да? Какой должен быть тот шаг, который даст нам понять, что вот нам пошли навстречу, нас услышали, да, и этот шаг сработал? Вы знаете, я думаю, что все-таки сначала должна как-то ситуация успокоиться на Украине в первую очередь. Это как бы это основание для того, чтобы совершить следующие шаги. То есть какую бы сейчас тупиковую ситуацию каждая из сторон там не загнала с экономической точки зрения друг друга, оно вот так не разрешится моментально. То есть для этого нужно все-таки создать вот какой-то, ну, как бы нормализовать ситуацию. И только после этого все выдыхают, понимают, что все, наконец-то мы зафиксированы, ниже падать не будем, уже от этого отталкиваться и как-то пытаться какие-то решения повернуть, поменять, развернуть. Потому что я думаю, что возвращение обратно, оно, конечно, не будет таким, как раньше, да, но какие-то вещи могут быть очень быстро реализованы, вполне возможно, если ситуация успокоится. Ну, или, точнее, когда успокоится. Но вот это когда, оно, вот, тут горизонт, это может быть в следующем месяце, а может быть и позже. Хочется верить, что это будет моментально, ну, побыстрее, конечно. Ну да, но мне кажется, что все-таки, да, абсолютно правильная оценка у вас, что мы в каком-то смысле, ну, действительно делаем шаги, которые позволят эту ситуацию завести в ту абсурдность, ну, как и их действия в отношении наших золотовалютных резервов, да, завести в абсурдную ситуацию, из которой комплексно надо будет выходить. Из которой уже вынуждены будем искать. Ну, конечно, да, чтобы у нас тоже были какие-то козыри, чтобы не мы ходили у них просили, отдайте, а мы им там тоже могли что-то. И у нас таких шагов, я так понимаю, меньше, но вот это, видимо, один из них. Ну, он красивый сам по себе. Красивый, Очень эффектный. красивый шаг, Да, правда. представьте, что если бы мы там сказали, мы ограничиваем поставки газа к вам, да, ну это как бы, ну совсем. Это на уровне их шага. Мы замораживаем ваши активы и отнимаем у ваших олигархов там собственность, не только олигархов, и у простых среднего класса тоже, например, что-то отнимаем. А мы говорим, нет, мы это не отнимаем, просто чтобы купить наши активы, теперь нужно к ЦБ подойти на поклон, да, и договориться с ним о том, что он вам что-то продаст. Ну, то есть, в общем, такая ситуация, она более интересная, более красивая. Ну да, и позиция «Газпрома», опять-таки, не страдает, да, как такого исправного партнера. Ну, то есть это, очень, да, мы не очень, виноваты, да. Да, Система очень, расчета поменялась, да. очень красиво, очень красиво. Спасибо большое. Спасибо. Разъяснили, я думаю, стало понятней. Вот. Спасибо большое, Сергей. Да, всего Сергей, доброго. да, До всего свидания. доброго вам, спасибо До свидания. огромное.